Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами оформляем шары. Я расскажу, как работать с новой тесьмой, как подклеить цепочку и еще много-много интересного. Сегодня мы с вами начинаем новый комплект игрушек, который полетит во Флориду. И я поэтапно покажу, как прикрепить вешалку, как приклеить тесьму, как рассчитать все секции, чтобы они были одинаковые, как приклеить двойную стразовую цепочку, конечно, как прикрепить кисточку и много-много другой информации. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Мне часто задают вопрос, каким клеем я работаю. Я работаю клеем УХУ, он и для бумаги, и для картона, и для пластика. Прозрачный гель-клей. И самое главное, что он не желтеет. Очень извиняюсь сегодня за шум, соседи дома, поэтому немного будут шуметь. Шар у меня диаметр 8 сантиметров. Вешалочку к нему беру примерно 20-24 сантиметра. В данный момент у меня 22,5 сантиметра. Кисточка 8 сантиметров. Буду работать со стразовой цепочкой 2,5 миллиметра. Клей для удобства переливаю в маленький аппликатор. Ссылочку я также на него оставлю. Вешалку складываем вот таким вот способом, чтобы у нас все было ровно. И одеваем в колпачок. И делаем узелок. Затягиваем. Подрезаем лишнее под углом. И запаиваем. У нас все хорошо оденется. И одеваем на игрушку. Садим колпачок. Тесьму лучше всегда обрезать по узору. И, конечно, все обработать огнем. Буду использовать свой клей. Сегодня я работаю прямо с тюбика, так как мне надо подклеить не узкую тесьму. Наношу клей и укладываю ровненько. И, конечно, даю закрепиться. Когда у нас тесьма подклеилась, просто отодвигаем тесьму и наносим клей. По ходу работы вы уже сами почувствуете, насколько сильно клей выдавливается из тюбика. Наношу клей и под натяжением подклеиваю ровно по шву. Думаю, с этим проблем не возникнет. И подклеиваем до конца. Когда вы подклеили очередные несколько сантиметров, перехватываете пальчиком, чтобы уже лента никуда не отодвинулась. Вот я смотрю, где у меня было доклеено, и держу пальчиком, зафиксировала. Наносим клей и подклеиваем. Вот так шаг за шагом все подклеиваем по всему диаметру. Первый круг мы подклеили, все получилось ровно. И вторую тесьму мы подклеиваем под углом 90 градусов. Подклеиваем буквально 2 сантиметра. И даем закрепиться. Вверх мы подклеили, поддерживаем пальчиком и теперь примеряем. Вот прямо вот так выкладываем, и вы сразу видите, где ровно, где нет. Вот получается обе стороны ровные. Берем иголочки и отмечаем по нижней тесьме. Одну иголочку. Так, что-то у меня там не проходит. И вторую иголочку. Вот теперь мы точно знаем, куда нам надо приклеить тесьму. Отодвигаем тесьму. Также наносим клей. Можно даже побольше нанести, чтобы подклеить сразу до центра низа. И укладываем вот между иголочками.
Вот вы видите, все получается очень ровно. И продолжаем. Ну вот, все у нас красиво, ровно и аккуратно. Теперь беру иголочку и закрепляю ее на тесьме. Мне задали вопрос, как я креплю к кисточке. Вы видите, все как просто. Я ее просто пришиваю. Делаю несколькими стежками. Закрепляю. Ниточку лучше взять такую, которая не рвется. Пришиваем и закрепляем. В данном случае, когда у нас кисточка, цепочку начинаем подклеивать вот от середины. Отступаем 2 мм от кисточки и подклеиваем цепочку. Наносим достаточно много клея, но наносим посередине. Ни в коем случае не на края. И подклеиваю цепочку. Аккуратно укладываю первую цепочку, поддерживаю, и вторую. Надо работать очень аккуратно. Ой, извините. Придерживаю пальчиком и даю закрепиться. Обязательно проверяем, чтобы цепочки были склеены между собой. Если они не склеены, добавляем чуть-чуть клея и все подклеиваем. И еще один маленький совет. Если вы клеите с двух катушек, то лучше их не в таком положении держать, а немного открутить. И именно вот так. Так они уже никуда не убегут. Таким образом они могут убежать. Продолжаем работу. Теперь у нас все подклеено. Отодвигаем цепочки. Снова наносим клей именно посередине. И так как у меня цепочка воздушная, я имею в виду не цепочка, тесьма, то я наношу как можно больше клея, чтобы пропитать. И вот вы видите, не сразу, а несколькими вот такими вбиваниями. И теперь цепочку укладываю не посередине, на клей, но немного по бокам. Между ними остается расстояние, вот вы видите. И теперь пальчиком вот так вот их склеиваю между собой. Выравниваю и все выравниваем, чтобы по тесьме было ровно. Вот вы видите, все получается ровненько. Оставляем закрепиться. Теперь вымеряем, сколько цепочки нам надо, и лишнее обрезаем. Снова отодвигаем цепочку, наносим клей и все подклеиваем. Тут спешить не надо. И все аккуратненько укладываем. Вот вы видите расстояние между ними. Сейчас я их соединяю. И клей, который посередине, склеит две цепочки. Все ровно-ровно укладываем, смотрим со всех сторон. И у нас получается ровная двойная стразовая цепочка. И продолжаем работу. Вот что у меня получилось. И всегда перед окончанием работы проверяем все края, чтобы они были склеены, во-первых, между собой, во-вторых, чтобы они были склеены так, чтобы уже ничего нигде не зацепилось, не оторвалось. Если надо, подтягиваем чуть-чуть к кисточке. И все, даем закрепиться. Чтобы все у нас нигде ничего не шаталось. И когда мы все проверили, все у нас ровно, все чисто, шар надо отправить на просушку. И лучше это делать не вот так лежа на столе, а у меня вот такие вот крючки, это обыкновенная проволока. Я вот так цепляю и вешаю шар сушиться. Клею надо где-то 5-6 часов, чтобы он окончательно закрепился. И это лучший вариант его просушить.
К этому комплекту я уже украсила юлу, ежика и медальон. Мне еще останется макушка. А на сегодня все. Надеюсь, вам мой урок понравился и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Успехов вам и до скорой встречи! Следующий урок мы делаем с вами лепнину.